Привет! Меня зовут Марина. Вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что связано с русским языком. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. В этом видео мы поговорим про числа. Но сначала давайте проверим, вы умеете считать по-русски 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. Если да, то вы молодцы. Если нет, то посмотрите вот это вот видео. В этом видео я очень детально рассказываю, показываю, как в русском языке образуются числа. Это видео будет про другие числа. По-русски мы их называем порядковые числительные. То есть, когда мы хотим сказать, какой номер, какой день, какое число и так далее. То есть, эти числа отвечают на вопросы какой, какая, какое, какие. Это видео про порядковые числительные в русском языке. Да, кстати, могут быть вопросы какой, какая, какое, какие или который, которая, которое, которые. И в первую очередь давайте посчитаем по порядку. Порядковые числительные. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 9, 10 и так далее. Как вы видите, эти слова немного отличаются от чисел 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Немного, не все. Только первый, второй, третий, четвертый, седьмой. Остальные мы образуем, то есть формируем от чисел, которые вы уже хорошо знаете. Плюс мы добавляем окончание, которое как раз показывает какой, какая, какое, какие. Или который, которая, которая, которые. Это окончание как раз и характеризует порядковые числительные. Порядок числа. И эти числа очень похожи на прилагательные. Если вы помните, прилагательные интересный, красивый, первый, второй, большой, третий, синий и так далее. То есть эти числа мы изменяем по падежам так же, как и прилагательные. По падежам, по числам и по родам. 3 рода. Мужской, женский, средний, он, она, оно, 2 числа, единственное число и множественное число и 6 падежей русского языка. Как мы образуем порядковые числительные? Есть слова, которые нужно просто запомнить. Первый, первая, первое, первые, второй, вторая, второе, вторые, третий, третья, третье, третьи, четвертый, четвертая, четвертое, четвертые и седьмой, седьмая, седьмое, седьмые. Остальные порядковые числительные мы формируем, образуем от количественных числительных. То есть число 5 убираем мягкий знак и добавляем окончание прилагательного. Пятый, пятая, пятое, пятые. То же самое. 6, шестой, шестая, шестое, шестые. И так далее. Обратите внимание, что у чисел 2, 7, 6, 8 ударение падает на окончание, как у слова большой. Также ударение на окончании у числа 40, 40, 40. У остальных чисел, у порядковых числительных, ударение будет на основе, где обычно 5, 5, 9, 9. Сложные порядковые числительные, как 50, 80,
двухсотый и другие образуются от родительного падежа. Сначала вам нужно число 50 поставить в родительный падеж. Очень легко это сделать, если вы добавите слово «нет». Нет 50. И потом вы добавляете окончание прилагательного. 50-й или 700. Нет 700. 700-й. 200. Нет 200. 200-й. Это, наверное, самое сложное при образовании порядковых числительных в русском языке. Но если у вас возникнут какие-то трудности, сложности, то, пожалуйста, пишите в комментариях под этим видео или пишите мне в социальных сетях, или просто проверьте себя, если вы сомневаетесь, проверьте по словарю. А теперь внимание, как мы меняем порядковые числительные по падежам. Мы это делаем так же, как и с прилагательными. Я увидела знаменитого футболиста, я увидела первого футболиста. Сегодня 24 апреля, сегодня большое событие. Он сидит в первом ряду на третьем месте, он сидит в удобном, но синем кресле. Как вы видите, порядковые числительные мы меняем точно так же, как и прилагательные во всех падежах. В этом видео я вам рассказала про порядковые числительные. Это числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И так вы можете делать сами до бесконечности. Кстати, это очень полезное упражнение. Сегодня считаете до 20 или до 20 числа, дальше до 30, до 40, до 500 и так далее. Так вы тренируете свою память, тренируете грамматику русского языка. И не забудьте, что порядковые числительные мы изменяем как прилагательные. Порядковые числительные у нас всегда идут с существительным, со словами «кто» или «что» и согласуются с существительными в роде, числе и падеже. Вот и все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи!